И да, смотрите, мы с вами не просто оцифровали эту книгу, мы сделали из него полноценного помощника, и теперь можем в любой момент возвратиться к знаниям из этой книги, вытащить какие-то для себя заметки, либо просто загрузить свою проблему, и эта книга нам поможет его решить. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача сделать так, чтобы предприниматели, блогеры, маркетологи, эксперты, да и вообще любые люди могли использовать искусственный интеллект, понимали, как его использовать. И самое главное, экономили на этом огромное количество времени, денег, ресурсов и становились с помощью искусственного интеллекта намного продуктивнее. В этом видео мы с вами будем не просто там оцифровывать, да, какую-то книгу и выгружать ее там в тот же чат GPT для того, чтобы понимать ее суть. Таким образом, читать можно по несколько десяток книг в день. Нет, в этом видео мы будем заниматься тем, что, знаете, когда я читаю там любую книгу, у меня всегда есть заметки по этой книге. Обычно заметки я свои отправляю в Evernote, и когда мне необходимо, я просто к этим заметкам возвращаюсь. Много книг, там чистая вода. Есть огромное количество книг, которые, ну, реально влияют на тебя, к которым ты хочешь обращаться снова и снова. И каждый раз ее читая заново, ты как бы что-то вспоминаешь, тебе приходят какие-то инсайты, мысли, и тебе кажется, что ты как бы, может быть, даже в каком-то моменте тебя эта книга мотивирует, и тебе иногда охота возвращаться, соответственно, к этим книгам. Но не всегда удобно искать, соответственно, заметки в этих книгах, а если книга еще в электронном виде, то там вообще получается беда. Поэтому я вам сегодня покажу способ, как мы можем использовать искусственный интеллект не просто там для чтения огромного количества книг, а именно для создания заметок, к которым мы можем возвращаться, и для того, чтобы мы могли не просто там читать в одну сторону эту книгу, а с этой книгой, либо с этим автором этой книги мы могли работать. Потому что когда автор пишет книгу, я не говорю про тренд книг, который начался после 2020 года, когда каждый стал писать водянистые книги, а реально сильные, хорошие книги, нам иногда охота спросить у автора что-то уточнить, либо рассказать какой-то момент, на каком-то моменте уделить больше внимания и, соответственно, чтобы нам кто-то этот момент объяснил. И именно для этой цели мы будем использовать искусственный интеллект. Значит, смотрите, я буду использовать искусственный интеллект ChatGPT. Я буду оцифровывать книгу. Здесь главное, да, что сразу же скажу, что это я делаю в первую очередь не для того, чтобы запустить ее в какое-то там массовое использование. Это каждый делает для себя. Поэтому здесь никаких авторских прав нарушено не будет. Я это делаю в первую очередь для того, чтобы я смог общаться и взаимодействовать, соответственно, с той книгой, выписывать какие-то заметки, чтобы мне было удобнее читать эту книгу. Поэтому здесь никакие авторские права нарушены не будут. Но все равно я для этой стратегии выбрал книгу, которая находится в свободном доступе в интернете, да, на которую не то, что там нет никаких авторских прав. Я думаю, что есть авторские права, но она просто не продается. Плюс это книга на английском языке, называется она Maximum Achievement, то есть достижение максимума. Книга Брайана Трейси, я нашел ее в интернете, вот, вбил, соответственно, Maximum Achievement PDF, и по первой ссылке перешел, скачал эту книгу, вот, таким образом, соответственно, она выглядит. То есть я сейчас эту книгу буду использовать, все равно буду использовать для собственных нужд. Книга состоит из 200 с чем-то, 258 страниц. Также эта книга есть на русском языке, продается она вот на этом сайте, например, в аудиоверсии, если не ошибаюсь. И она называется Брайан Трейси «Достижение максимума». Реально хорошая книга, о ней огромное количество отзывов на англоязычных ресурсах и огромное количество отзывов также на русскоязычных ресурсах. Поэтому, если вы не читали, то вы можете ее прочитать тем способом, который я вам сейчас расскажу. Значит, какая наша основная задача? Наша основная задача это, во-первых, оцифровать эту книгу. Что мы делаем? Мы заходим в чат GPT, заходим в MyGPTs, и, соответственно, здесь мы видим тех агентов, GPT-агентов, которых мы создавали. Мы создаем нового GPT-агента. Если вы не умеете создавать GPT-агента, обязательно посмотрите подробное видео о том, как создавать GPT-агентов на продажу. Значит, и здесь нам необходимо, соответственно, ввести какие-то данные. В
первую очередь давайте мы введем название этой книги. Книга называется Maximum Achievement, но мы можем ввести там на русском языке достижение максимума. И назову его «Книга-бот. Достижение максимума». Значит, следующее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо сделать какое-то описание, то есть прописать description по этой книге, прописать инструкцию по этой книге. Ну, в качестве description я напишу, что это бот по книге «Достижение максимума» Брайана Трейси. Значит, дальше нам необходимо следующим шагом сделать инструкции. Но, то есть, видите, я сделаю, генерирую все это через через конфигуратор, а не креатив. Значит, создаю GPT-агента через конфигуратор, а не креатив. Дальше нам необходимо выбрать изображение. Ну, давайте я в качестве изображения вот это вот изображение и скопирую. Вот. В качестве изображения я, соответственно, выбрал изображение с сайта Litres, но если что-то будет не получаться, я, соответственно, это все удалю. Окей, значит, сейчас я бы хотел просто сохранить для меня, то есть еще раз говорю, что я эти материалы буду использовать для собственного значения, для собственной работы. Нажимаю «Сохранить» и прежде, так, мы еще тебя не отредактировали. И мне необходимо, соответственно, сюда загрузить саму книгу. Книгу я скачал по ссылке на сайте. И книгу я выгружаю на английском языке, соответственно, чтобы не потерять никакие смыслы, потому что мы знаем, что когда проходит какой-то перевод, пытаются смыслы немножко подкорректировать, поэтому, чтобы не потерять никакие смыслы, я книгу загружаю на английском языке. В принципе, да, смотрите, я сюда могу добавить какие-то действия, но, соответственно, сейчас не буду добавлять. Моя основная задача это дальше что сделать? Мне необходимо сейчас прописать инструкции для того, чтобы я мог быстро, соответственно, возвращаться к этой книге и искать те материалы из этой книги, которые мне необходимы. Значит, в первую очередь я, конечно, сохраняю, да, для себя. И, соответственно, сейчас посмотрим, как выглядит бот. Так, окей. Значит, сохранил, обновил, книгу загрузил. Сейчас мне необходимо прописать инструкции. Чтобы это видео не затягивать, я заранее проработал, соответственно, инструкцию для того, чтобы просто ее выгрузить, чтобы не затягивать, соответственно, это видео. Значит, что я сделал? Я, во-первых, спросил у ChatGPT, попросил его найти мне 10 уникальных, суперэффективных стратегий для создания заметок для детального изучения знаний из книги. То есть я его попросил написать мне стратегии, которые мы можем применять, то есть которые может применять любой человек, когда он читает книгу, для того, чтобы эта книга на него повлияла, и чтобы прочтение этой книги было достаточно эффективным действием. Поэтому он мне, соответственно, об этом рассказал, что можно использовать метод Корнелла, можно использовать ментальные карты, можно использовать технику Фейнмана, можно использовать метод SQ3R, то есть обзор, questionnaire, чтение, повторение, можно использовать чередование тем, можно использовать активное вспоминание, да, после чтения. Закройте книгу и попробуйте. То есть он мне рассказал, как мы можем использовать эффективно книгу для того, чтобы какие-то знания отложились, соответственно, в нашем мозге, для того, чтобы мы могли записывать формировать для себя какие-то заметки, и при необходимости мы могли возвращаться, соответственно, к этой книге. Заметки на полях, самые стандартные, и создание цифрового инструмента, да, используйте заметки, такие как Evernote, Notion. Я, кстати, к этому способу как раз и прибегал. Соответственно, я выбрал один из методов, который он мне рассказал. Плюс я ему попросил еще сделать несколько методов, рассказать еще про несколько методов. Например, метод двойного журнала. Это очень эффективный способ для детального анализа текста и глубокого понимания материала. То есть цитаты или ключевые идеи из текста, чтобы он вытаскивал, и делал анализ или рефлексию. В правой колонке мы записываем свои смыслы, то есть мы делим всю книгу, грубо говоря, на две части. Не всю книгу, создание заметок на две части. В правой колонке мы записываем смыслы, в левой колонке мы записываем какие-то важные цитаты, которые мы нашли в этой книге. Соответственно, мне этот двойного журнала зашел, и я на его основе, соответственно, решил сделать GPT-агента, то есть на этом основе дать инструкции. Значит, что мы в первую очередь вводим в качестве инструкций?
В качестве инструкции я буду использовать свой телеграм-канал, где уже разместил, соответственно, ту инструкцию, которую буду использовать в качестве GPT-бота. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге и в личной жизни. Мне сейчас просто необходимо скачать, соответственно, инструкцию с промптов. В моем телеграм-канале собраны больше нескольких тысяч, больше 3000 различных промптов, которые упрощают работу, соответственно, с ChatGPT. И там же размещен как раз промпт, который мы можем использовать в качестве промпта для обучения, для создания такого GPT-агента на основе книг. Значит, что мы делаем? Мы берем этот промпт, копируем его. Он сейчас на английском языке. Я его копирую на русском языке для того, чтобы ChatGPT, несмотря на то, что книга на английском языке, чтобы он тут же нам переводил и, соответственно, давал необходимые мне материалы. Значит, как промпт выглядит на русском языке? То есть ты, друг по учебе, путеводитель по книге максимального достижения Брайана Трейси. Каждый раз, когда задается вопрос о книге, обращается к PDF-файлу, то есть к этому файлу, который мы загрузили, загруженному в разделе «Информация». Когда задаются, давайте раскроем так, чтобы было видно. Когда задаются другие общие вопросы о постановке целей, мышлении, счастье, величине, психологии, философии, бизнесе, экономике, истории, метафизики и так далее, я также хочу, чтобы вы ссылались на книгу знаний в формате PDF, то есть на этот же PDF материал. Я знаю, что это книга о постановке целей, о мышлении, о психологии, о философии, о бизнесе, об экономике. Соответственно, я все эти параметры сюда и вбил. Здесь можно вбивать любые параметры, чему принадлежит эта книга. Но в основном все книги, которые я бы хотел, например, оцифровать, которые так или иначе повлияли на мою жизнь, они, соответственно, имеют такой формат. Когда пользователь говорит, мне нужна помощь в создании заметок для раздела книги, запусти этот процесс. То есть спроси пользователя, в какой раздел ему нужна помощь в изучении. Когда пользователь указывает раздел книги, ему нужна помощь, то перейти к шагу в 2. Журнал двойной записи. Тот самый журнал двойной записи, который мы, соответственно, с вами заранее узнали, о котором у ChatGPT. Вот он. Журнал двойной записи очень эффективный способ для детального анализа текста. Журнал двойной записи. Создай таблицу, в столбце слева напиши цитаты и затем вставь в правый столбец этой таблицы пустым, предложи пользователю написать свои собственные мысли, вопросы или интерпретации для каждого пункта, который вы предоставляете. После того, как пользователь запишет свои мысли по каждому вопросу, отправьте ему заполненную версию таблицы с примечанием, включенным в правый столб, соответствующий включенный правый столб. Значит, вторая часть — это когда пользователь говорит, мне нужна альтернативная точка зрения. Например, мы хотим что-то больше узнать, либо мы не совсем согласны с мнением автора в этой книге. Нам нужна какая-то альтернативная точка зрения. Ты, соответственно, спроси пользователя, для какого раздела ему нужна альтернативная точка зрения. Когда пользователь укажет раздел книги, переходи к шагу 2. И сделай, соответственно, тоже пропиши 2 точки зрения на этот раздел, укажи, чем они отличаются от основной мысли, которую автор пытается донести в этом разделе. Это должно предложить свежий взгляд или другой подход к общей теме. И третий вопрос, когда пользователь говорит, мне нужна помощь в создании целей, запусти этот процесс. Ознакомься и найди систему 12 шагов, описанную в главе 5. То есть я знаю, что в этой книге, в 5 главе, есть система, 12-шаговая система создания целей. Когда я хочу, например, поставить цель, бот мне должен предложить, ChatGPT мне должен предложить, соответственно, систему 12-шаговую, описанную в главе 5. И дальше он должен спросить и провести человека через этот процесс, чтобы достигнуть окончательного результата, и пока не будут выполнены все 12 вопросов действий. После завершения скопируй все, что написал пользователь относительно определенного набора целей или одной цели, поставь красивый список всего, что он видит и на который он может ссылаться. То есть таким образом мы, грубо говоря, сейчас начинаем работать с этой книги. То есть наша задача не просто оцифровать эту книгу, а создать так называемую быструю базу знаний,
Значит, что значит часть 1, часть 2 и часть 3? Значит, часть 1. Мне нужна помощь в создании заметок для быстрого раздела этой книги. Значит, что я делаю? Я, во-первых, закрываю. И здесь у нас есть быстрые команды. Я сюда как раз вставляю первую быструю команду. Мне нужна помощь в создании заметок для раздела книги. Вот это часть 1. Дальше, значит, часть 2. Я прописываю, что когда мне нужна альтернативная точка зрения. Сюда часть 2 вставляю. И часть 3 я добавляю сюда, когда мне нужна помощь в создании цели. Я ее также копирую и вставляю, соответственно, в часть 3. После этого я вижу, что мой, в принципе, бот-помощник по работе с этой книгой готов. Я его сохраняю для себя. И теперь могу его, соответственно, протестировать. Мне не нужно, в чем преимущество вот этих вот быстрых вопросов, мне не нужно что-то долго печатать, что-то долго как-то долго обращаться к этой книге. Я могу просто выбрать нужный мне раздел, и по сценарию бот мне начнет с этим разделом работать. Например, мне нужна помощь в создании цели, либо мне нужна помощь в создании заметок. Давайте первый раздел выберем, протестируем, посмотрим, как это все работает. Мне нужна помощь в создании заметок для раздела книги. И нам, соответственно, книга бот достижения максимума начинает помогать в этом вопросе. Во-первых, он спрашивает, да, уточните, пожалуйста, какой именно раздел книги вам нужен для изучения. Я, например, хочу 5-й раздел книги, вытащить смыслы из 5-го раздела книги. Я могу пройтись по всем разделам книги и посмотреть, соответственно, сколько всего разделов книги и, соответственно, какие элементы есть в этой книге. Всего здесь мы видим 12 разделов книги, и 5-й раздел это как раз мастер скилл. Вот. Теперь бот, после того, как мы ему сказали, какой раздел нам необходим, он, соответственно, начинает изучать этот раздел. То есть он обращается к этому PDF-файлу и начинает изучать этот раздел. После того, как он изучит этот раздел, он нам выдаст таблицу, как мы, соответственно, и прописали. И он нам, соответственно, выдал следующую таблицу. В главе 5, названное мастерское учение, рассматривается важнейшее умение определять успех, умение ставить цели, разрабатывать планы для их достижения. Это умение представляется как ключевой элемент успеха, гарантирующий достижение значительно большего в течение 1-2 лет, чем многие люди достигают за всю жизнь. Создам для вас таблицу с цитатами из главы и оставлю место для ваших заметок. Соответственно, он сейчас мне создал таблицу с основными цитатами из этой книги. Способность ставить цели, разрабатывать планы для их достижения — это мастерское умение успеха. Развитие этого навыка сделает больше, чем для обеспечения вашего успеха, чем любое другое действие, которое вы бы могли принять. И здесь я могу написать свои мысли после того, как, соответственно, я увидел эту цитату. Я могу эту мысль зафиксировать для себя, что очень важно, да, способность ставить цель. Я, к сожалению, да, сейчас не могу сконцентрироваться, поэтому я сюда свои мысли вставлять не буду, но вот так вот, таким образом это работает. Значит, цели — это топливо в печи для достижения. Человек без цели подобен кораблю без руля, который бесцельно дрейфует и всегда в опасности оказаться на скалах. Здесь вы можете размышлять о своих текущих целях или о том, какие цели вам нужно установить, чтобы избежать, соответственно, дрейфа. Человеческие существа, вы и я, мы ориентируемся на цели. Мы никогда не бываем действительно счастливыми, пока не движемся к достижению чего-то того, что для нас важно. Еще раз говорю, я сейчас не буду сюда записывать какие-то свои заметки, потому что я не могу сконцентрироваться. То есть у меня вся моя концентрация сейчас именно на видео. Поэтому я что делаю? Я сюда просто вбиваю, да, вот, например, выбираю цитату первую и пишу вот мои мысли по этой цитате. И после этого сюда формируются мои заметки именно для моей текущей ситуации по данной книге. Мне кажется, что это круто. Также мы можем в раздел инструкции прописать не вот эту вот инструкцию, да, не подход в двойного журнала, а какой-нибудь другой подход, например, ментальные карты. И вместо журнала, вместо таблицы он нам будет выдавать полноценную Mind Map карту. Я уже показывал видео, как создаются Mind Map карты с помощью ChatGPT. Вместо, соответственно, с основными
моментами и с основными мыслями из этой книги. Давайте я сейчас сохраню все это и посмотрим, как может это еще работать иначе. То есть протестируем, соответственно, другие варианты. Я могу даже вот уже в основной бот перейти, книга достижения целей. И здесь мне, например, нужна помощь в создании целей. Я ему выбираю раздел «Мне нужна помощь в создании целей», и он опять же обращается к книге, к главе 5, в данном случае он обращается. И после этого он мне выдаст систему, с помощью которой я смогу поставить необходимые мне цели. И он начинает, соответственно, мне говорить, чтобы я мог помочь вам в создании цели, давайте обратимся к системе, которая описана в главе 5, которая является основным навыком успеха. Эта глава подчеркивает, что умение ставить цели и планировать их достижения играет ключевую роль. И, соответственно, он мне рассказывает о том, как выстраивать процесс достижения целей. Грубо говоря, я сейчас не просто читаю там книгу «Достижение целей» от Брайана Трейси. Я могу общаться с этой книгой. И что-то, если мне где-то будет непонятно, мне искусственный интеллект на базе ChatGPT агента, созданного для этой книги, он ко мне всегда будет помогать и отвечать, соответственно, на мои вопросы. Вы можете использовать любые книги. Еще раз говорю, что мы здесь не нарушаем никакие авторские права, потому что все это мы используем для себя. То есть возьмите книгу, которая больше всего на вас повлияла, либо любую книгу, которую вы можете купить там на Amazon в PDF формате, которой нет на русском языке, но которая, возможно, да, там одна из самых крутых книг, которые вам говорят. Вы можете ее купить, выгрузить в чат GPT и начать с этой книгой работать. Эта тема просто шикарна для любого изучения. Вы можете взять учебник если вы учитесь, например, в институте, в университете, какие-то научные статьи, какие-то научные материалы, которых, может быть, нет еще на русском языке, вы можете их также выгрузить в чат GPT, вбить этот промпт, создать GPT-агента, с которым вы будете взаимодействовать по этой книге. Учебники, научные статьи, материалы, какие-то бизнес-книги, которые вам зашли, либо которые вы хотели бы прочитать, но у вас нет времени прочитать, вы бы хотели с этим материалом поработать. Используйте таким образом чат GPT. Это еще один способ, как можно облегчить себе задачу, использовав искусственный интеллект. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Пока.